Есть легенда. По любому случаю всегда есть легенда. Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про путешествия, историю и культуру. Сегодня мы гуляем по Жироне с моей подругой Леной. Когда-то мы вместе работали на телевидении, а сейчас живем в разных концах Европы. В этой прогулке мы обсудим эмиграцию в Испанию, мусорные контейнеры по карточкам и даже прописку для бомжей. Посмотрим на упоротого льва или львицу, поговорим о святых, о праздниках, о бесконечных битвах с французами, а еще о том, почему символ Жироны — это огромная муха на здании. Ну что, погнали? В реке тут же стирали белье женщины, тут же выбрасывали из окон, я думаю, что отходы. Велосипед выбросили. Это велосипед городской прокатный. Как мы видим по выдающейся намыленной попочке. Сальвадор в образе святого нарцисса. Он еще живой был, над ним уже хотели надругаться, он это понял. Это пиписька. А где яички? А это улица Мух, в общем-то. Слушай, а когда дождик идет, тебе вода в рот не попадает? Извергать из своего рта нечистоты. Мусорки в Жироне работают по карточкам. Вот там объявление, что не надо выбрасывать. И вот пришли французы в очередной раз. Когда французы в очередной раз захватили Жирону, такая традиция у них. Захватываешь город, первым делом нужно осквернить их святого. Здесь это так работает. А это еврейский квартальчик, и здесь прям рядом музей еврейской культуры. Вот, И они его называют Джубишут? домашним маскотом города была муха. Какая мосечка. Почему они пьют мензурками? А ты редактируешь его видео? Она, да. Вам, наверное, не видно на кадре, но мы в Жироне. Не, ну что-то видно. Ну и сколько в итоге задержка? Нету никакой задержки в итоге, представляете? 22:17 он должен был приехать. Нагнал. Нагнал как самолет. Так, что нам можно посмотреть в Жироне, пока мы идем до дома ночью? А вот пойдем мы под виадуком, и если разглядим, будем Там бомжи. смотреть муралы. Мы сюда видели бомжей, там город бомжей. Ну, потому что что, тепло, хорошо. В принципе, полиция не гоняет. Ты можешь даже сделать себе прописку, будучи бомжом. Ты можешь прийти в полицию и сказать: я сплю на 3-й лавочке в парке от входа справа. Они скажут: хорошо, запишут твои данные. А потом... А тут тоже есть прописка? Да. Нифига себе. А потом они просто придут на эту скамеечку без предупреждения. Если они тебя там найдут, все, прописали. А если нет, то может через месяц еще придут. Это похоже на ВНЖ в Сербии. Они могут прийти проверить, живешь ты по адресу или нет, а могут не прийти. Не, они придут обязательно, вопрос когда, это немножко рандомно. А просто без прописки нет тебе доступа ни к чему. Госуслугам местным, да? Да, даже стандартную медицинскую страховку не делают. У бомжей есть медицинская страховка. Ну, те, которые запариваются. Я говорю про возможность. А пользуются они ею или нет, я не знаю. Что-то не жарко как-то. Не жарко как-то, я замерзла. Ты просто уже акклиматизировалась. Мне вполне нормально. Я сейчас горел, у меня кожа теплая. Так тебя греет это, обгоревшая кожа. Меня вот не греет, у меня волосы не спадают. Вот. Вот, кстати, про разделение имущества железнодорожного. Раньше автовокзал находился на этой площади. А потом как-то так вышло, что вокзал авто построили в другом месте. Эту площадь отдали Адифу, вот тому самому, который ведает вокзалами, станциями, прилегающими территориями. И они тут ни хера не делали, потому что, ну а зачем? Зачем такая тут большая территория? Что с ней делать? И вот недавно... Пригонять, что с ней делать? Так Адиф это по железным дорогам. Автовокзал в другом месте построен. Все. Я туплю уже, конечно. И тупо там ни парковка, ничего, просто пустырь. И недавно договорились все-таки, что городу Жироне отдают эту территорию и будут там благоустраивать, делать прогулочную зону. Ужинают здесь поздно, в 8-9 часов. Я знаю, что испанцы, в общем-то, поздно ложатся, да? Да. А встают рано при этом. Встают рано? Рабочий день рано? Наташа спрашивает.
Я просто слышу, как город оживает, я еще сплю. А уже там что-то кто-то куда-то едет, они там общаются. Часов 8 уже это... По сравнению с сербами это проснувшийся еще город. поздновато. Я Сербов туда 5-6. встаю в 6:30, и город уже живой, открыты пекарни. И выхожу из дома, когда обязательно уже кто-то сидит в кофейне. Не, ну 6:30 дней. Там прям, там пекарни в 5 могут открываться. Так, а это из Монти Пайтона «Священный Грааль». Там был такой персонаж трехглавый. Что ты хочешь? Сражаться и заткнись. Ничего, просто пройти мимо. Боюсь, не получится. Вот мне нравится, как здесь висят вот эти штуки. Красиво. Как будто из Миядзаки. Это из какого-то очень страшного Миядзаки. Из Мидзаки у меня на спине, это не совсем. Ну, Это вот Сквидвард. Кому-то, мне кажется, навеяло. Это человек Сквидвард. А, тут еще Вот он. эти вот маски. Да. Понятно. Вон едут. Да, как-то здесь пешеходка-то не очень. Женщина что? Кенгуру. Ну, судя по прическе, возможно, даже африканская женщина кенгуру. Знаменитый африканский кенгуру. Вот чувак руками держит эстакаду, а чем-то Да. еще держит она. Прикрывает. Прикрывается на вниз. Нам не пора свернуть? На чем мы дойдем подальше, свернем. Ты уже Ага. домой хочешь, уже все? Ну, мне завтра в 5 вставать. Поэтому Да, я подозреваю. шарахаться что ты полночи-то этим я не готов, Мы конечно. не будем полночи, мы дойдем до конца. И... Ага. Мне думается, что Жироны на полночи не хватит, если по прямой. По прямой точно. А вот банан. Вместе мы фруктовый сад. Вы переезжали сюда с ребенком. Расскажи эту историю, насколько это было тяжело именно с ребенком. Ну, есть разные аспекты. Психологический аспект, это все зависит индивидуально, да, от каждого ребенка, от каждой семьи. И больше всего переживали, ей было 6 лет тогда, переживали, как она воспримет такую резкую смену всего. И главное, языковой среды и прочее. Все прошло легче, чем мы ожидали, потому что здесь уже люди готовы к приему мигрантов, и в школах система адаптирована Это что значит? к тому, чтобы дети-мигранты чувствовали себя комфортно. Ну, во-первых, образование бесплатное, но оно обязательное. Ну, кстати, не такое же бесплатное, там раз в год какую-то квоту надо платить, ну, типа там на школьные материалы, все дела. Но зато ты потом в течение года не покупаешь учебники, тетрадки. На ремонт, там, знаешь, Нет, шторы для класса. На ремонт не скидываются. Ксерокс, воду, Ксерокс, туалетную да. бумагу. Есть так называемые классы де Акулида. Это как бы класс уютного приема, где разных возрастов дети со школы дополнительно изучают язык. Ну, не в такой форме, что типа сели, сейчас пишем, вот тут, да. А где-то в игровой, где-то там в беседах. Ну, то есть это как для них дополнительные занятия для того, чтобы себя чувствовать комфортно. Ну и язык, естественно, тоже учить. И вот дочке нашей очень нравятся эти классы, она там это любимые классы в ее школе. Ну, то есть приезжает иммигрант ребенок, я просто не могу понять, он же не знает языка совсем. Не знает совсем Особенно языка. если резко сорваться, тем более. Да. И как они? На английском? Английского может тоже не знать. Ну вот мы говорим о 6 лет, о 6 годах. 6 лет – это здесь первый класс. И этот первый класс, он чем-то похож на наш садик. Отличие в том, что там не надо днем спать. Это вообще принципиальное отличие. Детская травма, Но да, сейчас?
Но там не так, чтобы все сидят за партами. В первых классах они в основном в классе там на коврике или во дворе какие-то у них занятия. То есть на игровом уровне всегда можно объяснить, как играть. Дети любят играть. И с ними играют, и, в общем-то, все довольны. Я не знаю, как происходит с детьми, которые приезжают постарше, где уже действительно больше идет таких уроков, требующих все-таки каких-то знаний и так далее. Понятно. Не знаю. Вот в нашем случае получилось все достаточно плавно. А, вон там большой мурал, он уже подвыгорел сильно. Ага. Это, как видите, крокодил с крыльями бабочки. Но темно и плохо видно. Темно, да. Но это крокодил с крыльями Ладно, мы бабочки. верим на слово. А За- вот это отсюда как-то странно выглядит. Да, рассказывай, Форма очень интересная. там осторожно машины едет. А мне кажется, автор хотел объединить все мужское и женское. Ну, может, совпадение, не знаю. Вот, а Кокайона — это одна из легенд жиронских. Кто? Как Кокайона зовут, как Кокодрил. Это крокодил, а Пападёна — это бабочка. Получается, Кокайона. Вот. Михалыч. И Жирона, как город с широко развитой инквизицией в прежние былые времена, он таит в себе множество средневековых легенд. Ага. И вот одна из легенд гласит о том, что жила монашка в одном из монастырей, тоже многочисленных, и полюбила она парня, но сестры ее, конечно, не позволяли этой любви осуществиться, и они ее заперли в темную келью полуподвальную, где было очень сыро, и она там превращалась в крокодила от того, как там было сыро и плохо. Ее окрылило, у нее выросли крылышки, и она улетела в окошко. Вот такая вот история. Это одна из версий, их там существует несколько, что там на самом деле происходило с этой девушкой. Ну, если Моя учитывая, что версия это средневековье, да, какая, давай. Вот моя версия. Мы сейчас идем в нашу Мы сейчас, сторону? да, в вашу сторону перейдем направо дорогу, Ага. там уж недалеко. Во! Вот это вот. Мусор. Вот объясните мне, вот это зачем? То есть не открывается. Что это такое? Это не я придумала. Я Я не догадываюсь. виновата. Но вообще, вот стоит рядом мусорка с органикой. Ты чувствуешь вонь? Нет. И я не чувствую. Может быть, из-за этого. То есть это, давай объясним, это по карточкам. Мусорки в Жироне работают по карточкам. Как говорит Денис, сам себе сказал, я много чего в жизни видел, но такого никогда не видел. Да, мало того, что по карточке, еще и в разные дни вот в этот серый контейнер сдаются разные фракции. А я кинул, Понедельник стекло. Что-то не то похоже. Во вторник ничего Ничего в не данном сдаем. случае. Ничего вас устроит? В среду пластик, картон. Это общий мусор, который не подходит ни под одной из фракций. Снова пластик, снова ничего. И работает с 7 до 10? С 7 до 10, да. То есть, если я Оно приду в просто 6 не и пикну? откроется. А, А вот эти коричневые, они собирают исключительно органику, но тоже в определенные дни. Вторник, четверг и ну воскресенье. хорошо, я не чувствую запаха мусора. Мы ходили в Lidl с Наташей, и я видел контейнеры, которые люди, видимо, не могли открыть, не имея карточки, и просто накидали мусор вокруг. Оправдано ли вот это вот вообще? Ну, Странное решение, будем на мой откровенны, Lidl находится не в центре, да, то есть эти люди были не туристы. Вопрос, почему у них нет карточки? Для того, чтобы получить эту карточку, ну, как бы... Нет, это могли быть и туристы. Ну, ничего сверхъестественного снимали в Мадриде, не тоже не в надо. центре. Ничего сверхъестественного не надо. Для туристов в центральных зонах есть другие контейнеры, временные, срочные. Ого. Так протри камеру. Ну, не знаю, система, она неудобная, наверное, Она реально поначалу. странная, я такого нигде не видел. Но
Меня, честно, не напрягает. Еще раз. Меня особо не напрягает. Я не вижу проблемы там приложить карточку и выкинуть туда мусор. Ну, то есть ты скорее за, чем против. Ну, я скорее за. Просто Я необычно, считаю, да, непривычно. Я считаю, что можно для органики добавить, допустим, летом побольше дней, потому что гниет все быстрее в жару. Да. И то есть, ну, нужно ее дорабатывать, видоизменять. Но я наблюдаю, я хожу там по Барселоне сейчас, когда езжу, Hospitalet de Llobregat, и я чувствую, как сильно воняют контейнеры. Кстати, в Барселоне ровно такие же контейнеры, но без карточек. Дизайн один в один. Ну, не везде то, что нам направо. Нам направо, Наташ. Наташа. Возможно ли, что это будущее мусорного дела? Ой, я не знаю. Надо будет посмотреть. Мне кажется, все-таки возмущенные жители, которые не хотят такие неудобства терпеть, они победят Да? мэрию, да. А неудобство в смысле, что выносить в разные дни, да? Выносить в разные дни. Ну, как-то это типа запарно. Что люди в итоге там выбрасывают, не соблюдая эти дни. Так вот, И да. типа, А я не в курсе был, я, например, не знаю ни каталонского, ни испанского. Я смотрю, нарисовано выкидывать все сюда, а органику сюда. Я пришел и выкинул все да, которое было. Ну, то есть я имею в виду там бутылки, пластик, но это все подряд. ответственность вашего домовладельца, который не объяснил вам. Ничего не объяснил. Ну, так это ж вы не виноваты, это его вина. Мне вот ты сейчас только на третий день в Жироне, ты мне это объясняешь. Ну, вот я сейчас. считаю, что просто если сдаются квартиры, в таких случаях тогда должны класть. Вот, Ну, ты была в естественно, квартире, там карточку, висели правила, но там этого не было. И эту, буклет, где написано. Да, там только карточка была, и то я уже потом ее заметил. Даже не я, Наташа ее заметила. Наша культура жала Где мы? Наташу не слышно, она без микрофона. Она сказала, что она свое жало засунула везде. У нас же разные темпераменты, разная историческая среда, разное воспитание. Особенно петербуржцы, я вот очень снобский человек. Как тебе темперамент испанцев, каталонцев? Ребята, я не петербурженка. Ну, что тебя Я не поражает? петербурженка. Я родилась в городе Новгород, который считается очень древним, красивым городом, но тем не менее провинциальным. Он не считается, он древний, красивый город. Ну, красивое понятие субъективное все-таки. Ну, я считаю его красивым. Великим, да. И, ну, и потом, да, в молодежном возрасте была жажда движухи, Питер, там, любовь к городу, влюбленности и прочее. И уже семейная жизнь началась в Петербурге. Но как-то накопилась усталость именно от большого города. И когда мы переехали сюда, вот эта спокойная, размеренная жизнь уже в Жироне, которая тоже считается провинциальным городом, но она вполне устраивает. Уже не хочется какой-то там какого-то бешеного ритма городского. Нет, хочется, чтобы было спокойно, комфортно, безопасно, чтобы были все возможности для работы, для отдыха там, и для туризма в том числе. Ну вот мы сейчас живем в Субботице, она примерно по размеру, мы погуляли вот, чисто Жирона. Но нам уже хочется в обратно большой город, надоело. Это прямо вот деревня вот эта вот, когда 3 улицы, ну и ты полчаса идешь, все, город кончился. Мне не скучно. Когда мне скучно, я сажусь в электричку, езжу в соседнюю деревню, иду гулять, и там всегда находится что-нибудь интересное. Даже в радиусе Жирона можно... Туда пойдешь, пришел в горы, обалденные виды. Сюда пойдешь, какая-то там тропа. Ну да, это не выводит поле. В горах, в лесу. Очень... Никаких электричек пока что. А здесь вот эта сеть пешеходных зеленых дорог и дорожек и для велосипедов, и для пешеходов, она очень сильно развита. Поэтому где бы ты ни оказался, ну, ты найдешь этот путь туристический и будешь ему следовать. Есть указатели, куда идти, не заблудишься. Ну вот смотрите, да? Сколько сейчас времени? 23? Почти 20. Пол 11.
Народ сидит, ужинает активно. Мне сейчас приходится ужинать, короче, где-то 5:30 вечера на учебе, потому что потом с поездами все это сложно, чтобы именно горячую пищу поесть там. И на меня, конечно, испанцы все с широко открытыми глазами. А ты Ты там, обедаешь? Борща, Типа, да? ты что так поздно обедаешь? Я говорю, я ужинаю. А что так рано ужинать? А что так рано ужинаешь? Ты что, потом ничего не ешь? Ужас. Ну, дома ты поешь? Да нет, обычно приезжаю. Ага. А я сейчас поем. То есть я испанец. Вон там пивко. А где вы в итоге питаетесь? А? Вы как питаетесь в итоге? В магазине покупаете? Ну да. Мы всегда стараемся покупать в местных магазинах. Толя любит готовить. Да, Толя любит готовить. Это площадь независимости. Но Тут мы не были. не независимости Каталонии, которую пытались провозгласить в 2017 году. Да, мы все видели эти репортажи из это- Барселоны. Мы идем, считай, по бутиковой улочке Жирона, улице Санта-Клара. Город весь старый раньше сосредоточен был за рекой, которая находится, в общем-то, за этими домами. И ограничивался рекой. Но потом, в начале 20 века, здесь вот стали строиться богатые жители. Ага, это у нас богатые. Ну да, видно по балкону. Поэтому это как бы новая Жирона. Новое это какого года? Какого века? Начало 20-го. Начало 20. А, ты же сказала. Желатерия, которая работает вот в 11 вечера. Ну, это Рокамболеск, это считается вообще одна из самых старых компаний. Сейчас мороженое, я не помню, раньше я не помню, конфеты еще делали, каталонских, и считается, что если ты приехал в Жирону, тебе нужно съесть обязательно мороженое в Рокамболеск. Но нет. Нет. Так. Более вкусное мороженое в других желатериях. То есть это Это типа хороший хороший пиар. менеджмент. Это уже просто, когда бренд с историей работает на себя. А в любых других. Ну, да, вообще в будут Испании вкуснее. вкусное мороженое. Я не помню, когда это редко встретишь просто невкусное мороженое. Оно все качественное и хорошенькое. Но мне нравятся итальянские желатерии. Одна называется Джоконда, а другая Летера. Такие они полуитальянские, полуиспанские, Это контейнеры, это вообще они принадлежат поликлинике, которая находится в этом Ну, здании. я так понимаю, вынесли не только поликлинику, да? Или это все? Или это все от поликлиники. Ну я вот туристом, я бы не прочитал, кинул бы сюда, он рыбу туда скинул. Может, Где рыбка нарисована, я туда рыбу скинул. может, кто-нибудь кинул. В общем, сложно, это надо реально писать на въезде в город. У нас тут вот такая система и трактат, короче, про нее. Тут тоже Лотереи они разводят любят, людей, это покупают вообще активно. фигня. Да, В Сербии да. тоже, да. Лото так и называется. Да это целое событие, рождественская лотерея. Да? Там мальчики, сиротки поют, там под каждый номер они пропевают какую-то там мелодию, и это смотрит вся страна, даже те, кто не покупает эти лотерейные билеты. Это вот такое национальное шоу, связанное с Рождеством, да, это как часть Рождества. Ну, типа, ты покупаешь, если ты выигрываешь, ты на благотворительность отдаешь, или типа ты выигрываешь, и все. Чего я не поняла, если выиграешь, что? Ну, например, ты купил рождественскую лотерею, Так. выиграл. Так. Отдаешь ли ты это на благотворительность или ты типа Нет, себе? не обязан. Нет. Не обязан. Это просто в телешоу вот задействованы эти мальчики. И девочки, по-моему, сейчас тоже. Что там показывают? Смотрела, сколько стоят купальники. Сколько стоят купальники? Много. Ну, Я не покупаю это купальники здесь за деньги. одни из самых дорогих. Вот это здание красной штукатурки. Ага. Его недавно открыли после ремонта, и это как бы водоканал. Вот это водоканал. Местный водоканал. И так как все реставрировалось на муниципальные средства, не знаю, был ли там какой-то бюджет еще
Женералитета Каталонии, не буду, короче, путать. Но что меня приятно удивило, Так. когда сдали в эксплуатацию после реставрации это здание, мэрия сказала, мы объявляем дни открытых дверей. Мгм. Вот, но по записи. По записи, потому что с архитектором, с сопровождением. Приходите, можете внутри походить, все посмотреть. Мы вам все расскажем. Ага. Ну там типа вот эти всякие, то, что качают воду, там бла-бла, инженерные решения. Или что? Не совсем. Там рассказывали, вот что мы сделали, что здесь было. Вот тут мы снесли, да, тут мы так сделали, чтобы здесь у нас будем принимать там людей. Там, всякое такое. А сюда поднимемся, вот посмотрите, здесь мы то. То есть они рассказывают и показывают, как потрачены были эти деньги. Это прямо рассказы Миши о Нью-Джерси, мне напоминают. Там залезаешь на сайт специально и смотришь, сколько там полицейский получает, сколько мэр получает. Я Да не знаю, чё? можно ли тут это посмотреть. Не знаю. Вот, по идее, ваши контейнеры. Вот это наши контейнеры. Но здесь Так тут органика тоже, и видишь? рест. Тут без этого, без пикань. Ну это вообще арест d'emergency. Вот, смотри. С пиком. Типа карточкой. срочные. А где него не попахивает, срочные? кстати. От него попахивает. А где не срочные, вот я не знаю. Ну то есть здесь тупо весь и просто органика. Да. Ага. Если тебе срочно надо, вот, пожалуйста. Все. Вот ты мне это объяснила, а Круглосуточно. мой хост это не объяснил. Круглосуточно. Вдруг ты захочешь нести мусор в 2 часа Ну, ночи. вдруг ты приехал, 22:30. Труп. Нести с квартиры. Ну, найдут труп, знаешь, информацию обо всех карточках. Прочитаю. Кто И выкинул? начнут к Слушай, следователю вот вызывать. я понял, почему карточки. Это в Питере такую Чтобы систему Бруштинен вводить, куда не точно. выкидывали, как в Питере. Еще камеры поставить, чтобы было видно, кто карточку приложил. Точно. Все. Вот мы сейчас всю идею подали, а потом скажут, что мы это. Так, Это каменный мост. все, мы на каменном мосту. Сейчас переключаемся на день. Опа. О, а как мы тут оказались? И где Было же Наташа? темно, и где Наташа? Менталитет. Ну вот все говорят, что они медленные, все не спеша. Я так втянулась. Я поняла, что это мое. И что... ожидание поезда, который может опоздать. Ну, они не такие критичные, это опоздание. Ну, сколько он? На минуту в итоге позже. 47 пришел. Ну что нервничать? Я заметила на том, что мы, русские, нервные. Да, очень. Мы что-то нервничаем. Сейчас вот он придет, он не придет. Транкило, ну, пацан, придет он. Ну, если не придет, ну, другой придет. Ну, в конце-то концов. уже вечер просто. Ну, что поздно? Ну, а что? Тебе нечего поделать, что ли, пока ты домой? Мы все дома. Это все наш дом. Можно с кем-то пообщаться, можно почитать книгу. Ну, в целом, как в Сербии. Просто они целом- все-таки стараются как-то расписание соблюдать. Зачем беспокоиться и переживать, если можно не беспокоиться и не переживать? Это называется маньяк. Это называется маньяна, Оно же транкило. кулак. Да. Бесит это в моментах, когда тебе что-то надо срочно. Ты ж привык, что надо что-то. Да, Все, там значит. бюрократия с документами может все долго тянуться. Но я заметила, что они все равно отвечают. Если ты там отправил какую-то жалобу, да, там тот же поезд, он поздно пришел, там из-за этого я куда-то опоздал. Ты можешь отправить им письмо, и они тебе ответят когда-нибудь. Скорее всего, они скажут: извините, денег не предложат. Ваше обращение очень важно. Да, вот. Мы уже были в Жироне, мы уже были в Барселоне, это было знакомое место. Более того, ни за прошлую жизнь, ни за настоящую мы не были в другой Испании, кроме Каталонии. И это тоже, наверное, один из факторов, когда ты все-таки приезжаешь в место более-менее тебе знакомое. Другое, это были цены на билеты. Цены? Цены на авиабилеты. Вот так просто. Вот так вот просто, да. Потому что, ну, на самом деле, там был существенный разрыв в ценах, и в Барселону были самые дешевые. Ну, летели вы уже, получается. Через Стамбул. Так, ну что, продолжаем наши. Уже проснулись, подтянулись. Проснулись, вон Машкара проснулась, смотри, как кружится. Ну, если бы ее было на камере еще видно. Или ты про тех людей, которые вот там ходят.
Так, что это у нас такое? Мы находимся на каменном мосту. Здесь у нас один из открыточных видов Жироны. Река, да, река Оньяр. Оньяр. Оньяр, ага. Вдали справа виднеется кафедральный собор Жироны. И Уитень. А слева пониже собор Сан-Филиппо. Вот с этим шпилем таким обрубленным, да? Да. Вон, видно Машкару. По-любому. Ну, наверное. Короче, если вы не видите, там партиклы летают. И чем же этот Ладно. мост хорош? Расскажи мне, пожалуйста. Или если ты не знаешь, можешь не рассказывать. Он хорош тем, что он широкий такой, вот, с брусчаточкой. В некоторые дни здесь выставляется ярмарка с всякими крафтовыми товарчиками. И этот мост нас ведет вот как раз в старый город из более новой части. Ага, это вот, если что, да, я сам себе даже скорее напомню, потому что в ролике это будет рядом. Вот там Бутиковая, да, улица. Вот, вот там мы живем пока еще. И идем, значит, в старую. Мы пошли в старую. Вот этот вид мне немножечко напоминает реку Смоленск. Вот с этими двумя зданиями. Да-да. Да, еще курьи ножки, и прям вообще ништяк будет. Ну, это первое, что я сказал. О, советская застройка. Так, это флаг Каталонии, да? Это, Сепаратисты. да, флаг за независимость Каталонии. И Ага. вот эта звезда на синем фоне неспроста там оказалась. Ага. Она оказалась после событий, произошедших в Кубе. И Кубе. на Кубе, как Ага. правильно. Кубик в Кубе. Ну, кубик на в Кубе, да. События на Кубе, наверное. И да, Каталония, как тоже угнетаемая во времена франкистского режима большим государством, поддержала всей душой Кубу и ее независимость, и вот добавили звездочку, что типа мы тоже хотим, мы тоже так хотим. Ну, в 17-м не особо получилось, да. Не получилось, да. Так. Революция в 17-м. Это Пласа дель Мусорные Би. баки, да. Да, мы снимаем Пласа площадь. дель Би, площадь вина. Ага. Вино здесь наливают, действительно. Вообще, это главная площадь города Жирона. Здесь находится мэрия. Слушай, она такая маленькая. Она такая маленькая, да, но тем не менее, когда проходят какие-то ритуальные мероприятия, традиционные. У вас как в фильме «Солнцестояние», что ли? Не смотрела, не знаю. Вот, здесь собирается куча народу, и все теснятся. И главный праздник Жирона – это праздник Святого Нарцисса, который является покровителем города. Ага. И здесь просто было какое-то сумасшествие. Ну, все как-то разместились. Может, найдешь трансляцию в интернете, Да, покажешь, наверное. потому что, ну, это... Я думала, господи, ну, кого-нибудь же раздавят. Нет, никого не раздавили. Более того, еще в той части поставили экран, чтобы тем, кто не может пройти и видеть все здесь, было видно там. А вот с этого балкона все время мэр, администрация города и важные приглашенные лица эти наблюдают. Вампиры в меме, помнишь? Из вторых Да, сумерек да, да. такие. Да. Слушай, Иногда... ну площадь вообще маленькая. Она прямо, ну, по размеру это клуб «Космонавт» в Петербурге, вот реально. Ну, чуть побольше. А Жироне много-то и не надо было пространства. Сейчас вот туристы начинают приезжать. Город тоже, наверное, расширяется. Не следила за статистикой. В мэрии принимают граждан по многим общим вопросам, связанным там, с пропиской, еще какими-то административными. Вот это старинные ворота, 1605 год. Ого. И видите, вот, в этом ромбе герб Жирона с волнами, потому что Жирон – это город 4 рек. А вверху вот такая вот голова с деревом из головы, которая прикусывает себе язык. Так. Что это? Ну, как бы, ребят, мы заходим в это муниципальное заведение, прикусите язык. Тут, значит, древо познания растет. Можно многое узнать, но, пожалуйста, с прикушенным языком. Забавно. С юмором. Кто интересуется футболом и видел матчи с футбольным клубом Жирона, который в прошлом сезоне всех удивил, узнает, наверное, эти красные волны. Ну, я Ну вот, футболом не опять же, вот, Да. понимаете, какая ситуация. Понимаю, Миша объяснил, да, какая ситуация. А вот тут вот на углу мы идем такие, смотрим, так, табличка, Пласа дель Би,
площадь вина. Я думал, это, кстати, цифра 6. А что же это такое рядом? Такая, Вот такая это? мосечка. Блин, ну ты такие моменты замечаешь? Такая мосечка. Я вот ее не видел. Так, и что это? Это Бонета, в народе так называют. Ну, доподлинно неизвестно, но есть легенда. По любому случаю всегда есть легенда. Так. Что раньше это была рыночная площадь, эти арки о многом говорят. Угу. И как бы в этом месте стояла лавка ростовщика. Угу. И не очень любят люди ростовщиков-то на самом-то деле. Ну, да. Но вот считается, что... А вот эти вот, это как бы он такой, как чертенок. На зайчика, мне кажется. Ну, считается Бонета, типа, что он с рожками. А, это понятно. Да. И что вот этот ростовщик окаменел на месте своей бывшей лавки и теперь наблюдает. И те, кто налоги не платят, вот, значит, он может каким-то образом покарать. Каким, не знаю. Засунуть руку в одно место. Мы же все платим. А это значит не цифра 6, а это вино. Где это вино, на каком? На каталонском? Удобно. Что тебе первый твой приезд? Первый прям приезд, когда туристами приезжали. Я вообще не знала тогда ничего о Жароне. Посмотрели, мы отдыхали на море в Лорет-де-Мар. И такие писали, о, рядом есть городок такой интересный. Ну, поехали. И меня очень впечатлило, сколько сохранилось всего. Ну, то есть, когда ты идешь там по городу, видишь дом, что он там, этот дом старше Санкт-Петербурга. Ну, быть старше Санкт-Петербурга в историческом контексте не так уж и сложно. Ну, все равно это впечатляет, и исторический центр Жироны охраняется ЮНЕСКО, и когда ты поднимаешься на стену и видишь вот этот ковер из черепичных крыш, и что это не декорация, это как бы реально, это меня очень сильно впечатлило. И тогда я только начала задумываться о том, как, в общем-то, Европа смогла сохраниться во время войны, потому что не претерпела таких бомбежек. Например, мой родной город Новгород после войны, там осталось 40 коробок от домов. Коробок, потому что даже крыш не было. Например, Кракова тоже весь разбомбили, они восстанавливали его прям с нуля. То Краков. А в Испании-то во время Второй мировой войны было спокойно, потому что был фашистский режим. Здесь проходит ежегодно фестиваль, очень красивый, называется Temps de Flors, время цветов, когда на неделю, там, несколько дней, город весь украшается цветами. Разные магазинчики, организации коммерческие, некоммерческие тоже открывают свои пространства, где делают инсталляции, связанные с цветами, некоторые с социальным каким-то посланием, некоторые просто для красоты. И уже люди знают в Европе и в мире, что это происходит. И приезжает очень много туристов. И вот в частности на этой улице можно ходить и прям заходить в какие-то частные дворы, дома и смотреть это все бесплатно. Ну, сейчас вот... А это вот самая широкая улица, видимо, города, да? Но мне нравится, как там на ступеньках расположился ресторанчик. Ну так, сейчас. Короче, вот ресторанчик. Ой. Сюда можно было бы зайти. Здесь хранятся так называемые капгроссус. Капгроссы — это
такие большие из папье-маше фигуры, которые люди надевают на себя во время праздников всяческих, выходят вот такие. И, в принципе, они ходят по каждому традиционному какому-то празднику. И здесь хранится коллекция с разных годов, по разному поводу. И вот тоже, когда проходят городские праздники, открываются ворота, и можно походить в основном. Это старинное здание. Здесь в разное время принадлежал этот дом разным семьям, но сейчас принадлежит Кайша-банк. Кайша-банк – это вот самый большой банк Каталонии. Ш читается? Да, когда И плюс Я все читал икис, как X. это как получается Ша. Ну, Ча. Кто-то по-разному говорят. Кто-то говорит Кача, кто-то говорит Каша. Понятно. И они, короче, все тут восстановили. Сделали зал для экспозиций бесплатных. Вот сейчас проходит на тему подводного мира. Очень классная выставка. Плюс там мастер-классы и так далее. Но вот мне очень нравится еще этот герб с лепниной, который они восстановили или сохранили, не знаю. Ясно. А тут он, смотри, из окна выглядывает рожа с зубами. Господи. Это вот персонаж, кстати, я не помню, как он называется, тут написано. Типа маскот города, что ли? Нет, вот это офис консорциума, который занимается языковыми курсами каталанского языка по всей Каталонии, практически в каждом. Когда ты выучишь, у тебя такие зубы будут. А вы точно? А вы из Каталонии, да? Узнаю. Да, Понятно. я только сейчас поняла, почему зубы, а не язык. Ну, если бы это было с языком, Лена, это Такой было бы маскот еще более связанный с странно. каталанским языком. Вот смотри, кто-то зачем-то его обезглавил. Я обезножил. А здесь, видимо, принято обезглавливать этих ангелов. Когда к собору... Хороший город, и конкурсы интересные. Да, к собору подойдем, расскажу Ага. истории. Ну, то, что тут на маленькую такую площадь выходишь, площадь маленькая, а буквы достаточно понятно говорят обо всем. Ну, мне не очень. Переведите, пожалуйста. Либертат – это свобода. Ага. Значит, И я тут, правильно и тут догадался. же мы видим флаг за независимость, соответственно. Здесь всяческие крафтовые пивки. Ты любитель крафтового пива? Да. Вот, допустим, 3 по 15 плюс оливки 9,90. Ну, типа, Почему они пьют мензурками? Я не знаю, ну, потому что это типа таст. Вот здесь по 0,25, здесь по 0,33, да, то есть как бы ты Ну, выбираешь. что-то, знаешь... Не дешево, не дешево. Недешево и мало. Не, ну Ну. если есть просто вот в бутылках, например, то это неплохо. А они Варят, сами варят. варят. Ну-ка. Пока мы тут ходим, они там варят. Да. Ну, для того, что сами варят, мне кажется, могло бы быть и подешевше. Правда, ребята? Ну так центр города, это туристы. Ну да, но за транспорт не надо платить. Ну да. Из одной комнаты в другую перенес уже как бы евро. Вот, Сувенирки. смотри. Да, кстати, сувенирки. Можно немножко тут сразу несколько. Ну, это просто вид Жирона. Вот та футболка с мухой, видите? Ага. Моска де Жирона. Муха Ты лучше Жироны. на ты говори. Ты же мне рассказывай. Тебе рассказываю. Видишь? Моска де Жирона. А муха Жироны – это... Жирная муха. Нет, это символ города. Вот вы знаете, ты знаешь какие-нибудь еще города, где бы домашним маскотом города была муха? Ну, я И думаю, она почитается, ею гордятся, и это как бы священное животное. маскот Петербурга комары, наверное, не гордятся вообще. Корюшка маскот Петербурга. А, ну корюшка, да, вот. А почему муха? Потому что Сан-Нарцисс, вот этот святой покровитель города, значит, легенда такая. Мгм. Он, в общем-то, был из тех, кто насаждал христианство на европейщине. За что, в общем-то, был убит, причислен к святым. Мгм. Но и Стандартная история. в и принципе. похоронен, собственно, здесь в Жироне. Мгм. И вот, когда Жирону осадили французы, Мгм. захватили, они вскрыли гробницу, чтобы осквернить святого. Что, захватываешь город, первым делом нужно осквернить святого. Здесь это так работает, чтобы всех подавить. Ладно, я записал. Буду захватывать город Да. обязательно первым делом.
первое захватить город, второе осквернить могилу святого. И когда они раскрыли могилу, оттуда вылетели мухи разноцветные, жирные мухи, которые покусали всех французов. Так покусали, что пол армии померло, включая короля. Какие интересные мифы легенды. Ну, я могу допустить, что это было во время чумы, и действительно Ну, а потом мухи из стали могилки могла- разноцветными, да. Да. Со святыми в Будапеште вот так же святого засунули в бочку, ну, который насаждал христианство. Засунули в бочку с гвоздями, забитыми внутрь, и спустили с горы. А этого... Веселились люди вообще по полной. Это вот с мухами это один раз. Другой раз тоже на другом месте. И Ну, вот пойдем, там- будешь рассказывать. Или ты хотела что-то... Ну, я хотела, вот что здесь Кастельерс, Каталония, Кастельерс, это как башня из людей, вот рядом тоже такая. Это народная каталонская забава, которая тоже уже охраняется ЮНЕСКО как культурное наследие. Они, конечно, делают это все очень захватывающе. Внизу сидит какающий крестьянин в национальной каталанской шапке, которая называется барбатина. И что это за фигура? Вообще это связано с Рождеством. Здесь делают вертепы на каждое Рождество. И ставят вертеп. Вертеп что это такое? Это сцена рождения Христа. И они в эту сцену рождения Христа ставят фигурку с каталонским крестьянином, который в то время, когда происходили все эти знаменательные события, он просто как бы вышел по нужде. И мне это очень нравится, потому что это немножко снижает градус пафоса. Ну, как бы, ну да, но тем не менее он присутствовал. Такой Монти Пайтон получается, где Да. что-то серьезное, а сбоку какая-то хрень происходит. А потом уже традиция изменилась немножечко, и считается, что сейчас этого каганера, каганер, то есть какатель, его прячут в вертепе, и когда приходят гости, там собирается семья, вот кто первым нашел каганера, будет там счастье весь год. Какать хорошо. Да. Так, ты про святого еще хотела. Пойдете, да, про святого расскажу. Было там, что его в другие разы тоже доставали из могилы, разрывали по частям, но там какой-то христианин, плотник его подбирал, там, как Буратино собирал. Надевал Возвращ- шапку Буратино. Да, изгоняли французов, возвращали Сан-Нарцисса на место. Ну и вообще была такая традиция, что в праздновании Дня Святого Нарцисса прям ходила процессия вот с этой мумией в гробу. И типа вот посмотрите, он ничего с ним не делается, он святой, святые не гниют. И Ты не гниешь. Хорошо. когда французы в очередной раз захватили Жирону, ну, такая традиция у них. Кто-то в отпуск едет, а французы... Не французы, это были эти франкисты, конечно. Франкисты проклятые. Которые Франко. Да, в 30-х годах прошлого века. Ага. Захватили, а они такие, так, что там делать-то Я по тут кое-что инструкции? увидел смешное. Дживиш Вуд. А это еврейский квартальчик, и здесь А. прям рядом музей еврейской культуры. Вот, И собственно. они его называют Дживиш Вуд? По-моему, это круто. Ты знаешь, то ли я не замечала этого, то ли это какая-то временная экспозиция. Ну вот, да, Дживиш, да? Да, музей истории евреев. Франкисты захватили. Они смотрят эту нашу инструкцию. Так, захватили. Второй. Осквернить цветов. Так, как осквернять-то будут? Они поступили уже по современным технологиям. Они собрали большую комиссию с фотографами, с прессой, с историками. Типа сказали, мы сейчас будем вскрывать эту вашу могилу, этого вашего Ну, да, святого. культурно более. Посмотрим, что там вообще лежит. Все, значит, фотографы, все готовы, открывают. Ну, там только часть лица осталась, вот, как-то связана с человеческими останками. А остальное там набито ватой в грудь, вот эти вот деревянные ручки, 2 ноги одинаковых там лежало, ну, то есть обе правые. То есть как слепили из того, что было, потому что было, то и полюбила. Когда Франкенштейн учился на одни двойки. Да, и сказали франкисты, ну вот, посмотри, вот чему мы поклонялись-то, вате, что ли? Все это сфотографировали, в газете напечатали, такие, нет, ну вот мне недостаточно, не все газеты даже читают. Давайте Так. мы еще в общественной библиотеке выставим этот гроб, чтобы все могли вот прийти и посмотреть. Выставили. Так. Я не помню, в первую же ночь или во вторую, или в третью. Ну, в общем, исчез святой.
сделал ноги. Заковылял на двух ногах одинаковых. Нахождение его до сих пор неизвестно. Ну, спер кто-то просто и все. Ну, считается, что его сперли Какие-нибудь религиозные христиане фанатики. и захоронили, чтобы больше никто его не тревожил. О, а здесь мусор можно и без пипочки выкидывать. Вот там объявление, что не надо выбрасывать рядом с пластикоконтейнером. Ну, значит, кладут со стеной рядом с контейнером. Все логично, не объяснили же. Пока мы идем, могу рассказать еще вот открыточный этот вид реки Оньяр с разноцветными домиками. Так тоже было не всегда. Что-то взялись за Жирону, чтобы ее реконструировать, обновлять, чтобы делать туристическим городом. И вот два архитектора каталанских, они разработали цветовую систему. То есть они даже выпустили брошюру, где, я не помню, сколько там, по-моему, порядка 50 цветов было. И каждый цвет объяснялся, что вот этот цвет там камня Жирона, этот цвет там такого-то здания, этот цвет такой-то травы, которая здесь растет. И исходя из этой цветовой гаммы, они раскрасили просто вот эти все дома по набережной реки. Не тронули только дом архитектора Мазо, потому что он архитектор, он сам знал, как ему надо. Из уважения. У него остался белый с синим. Ну, первая реакция была, конечно, что вы нам тут устроили. Что это за из нашего мрачного серого готического города вот это вот... Что, вам что-то детали, что ли? Вообще... Мы тут серьезные люди все. Да, очень возмущались, а сейчас уже, ну, как бы как раз этот вид и привлекает туристов со всего мира. Вот так вот. Ну что, пойдем к собору поднимемся? Ведьму хотите найти? Хотим. Почему я на вы сегодня тоже? Ты очень меня уважаешь. Хотя очень. Я вас очень уважаю, Толян. Ну пойдем. Ну пойдем. Если приехать в Жирону на один день, ну, например, как, мы не на один день, но пойдем гулять, например, на один день, что надо обязательно посмотреть? Обязательно прогуляться по стене, посмотреть виды, обязательно сходить в музей кино. Музей кино. Музей кино, да. Это частная коллекция любителя кино, и там вообще несколько этажей этот человек успел за свою жизнь собрать. Очень много посвящено истории кино, как вот все зарождалось с простых картинок анимированных. Интересно, вот если хочешь понять историю кино, как это все развивалось, там это очень хорошо все представлено, и, как я люблю, интерактивно, можно потрогать, покрутить, посмотреть. Это все любят. Я могу сказать, да, что я считаю сейчас Жирону своим домом, и я очень хочу здесь остаться, но есть вопросы, связанные с работой, и не только, не знаю, как сложится, но очень хочется остаться здесь. Если кто-то вот смотрит это видео и раздумывает о переезде, ну, знаешь, по поиску, в Гугле, например, и решит переехать в Жирону, или раздумывает переехать в Жирону, потом пока не знает, что ты ему скажешь, что он переехал. Ребят, если вам, как Анатолию, нужна движуха, активная жизнь, клубы там, я не знаю. Нет, Жирона это не про то. Я бы сказала, что Жирона это семейный город. Второе, если вы не готовы учить два языка, испанский и каталанский, вам не надо переезжать в Жирону, потому что Жирона один из самых каталаноговорящих городов. И ты не услышишь, ну, ты редко услышишь, короче, как по-испански говорят, а чаще говорят по-каталански. Но если вам важно жить все время как бы в красивом, ну, то есть вот когда ты
выходишь и красиво, и ты можешь, или если ты даже там живешь не в центре, да, ну ты знаешь, что 10 минут пешком пройдешься, и будет красиво, и ты можешь заблудиться в улочках, или ты можешь пойти заблудиться в горах, но вот эти виды, они всегда рядом. То Жирона — это очень подходящий вариант, без суеты, без метро, без усложняющих жизнь вот таких вот вещей, связанных с преодолением расстоянием, с толпами людей. Естественно, если прям в старом городе жить, там, я думаю, люди страдают от туристов. Вы сняли не в старом городе? В старом? Нет. Вы сняли в центре, но не в старом городе. Старый ты имеешь в виду как раз Старый — это где стена, готический район, когда там все вообще впритык. Но там еще умудряются каталонские бабушки и дедушки на своих автомобилях во встроенные гаражи по этим улочкам как-то въезжать. Такие мастера тоже, парковки. Я думаю, вот как? Вот она такая узкая, и тебе нужно сейчас сюда въехать. Вот в моей геометрии это сложно. Ничего там, ничего. Ой, кафедральный собор Жироны, красавец, обожаю его. Здесь, кстати, снимали одни из сцен «Игры престолов», кто смотрел. Его воробейшество тут выходил. Воробейшество? Я не смотрел, я вообще не представляю, о чем ты говоришь. Ну, в общем, о соборе. Так. Это вообще эклектика. Сначала это был там романский стиль, потом добавилась готика. Вот этот фасад — это уже барокко. То есть он перестраивался много лет. И мне кажется, еще возьмут что-нибудь, может, перестроят. Ну, что, да. Чему бы и нет. Вот это внутреннее помещение собора, самое большое, и неф этого собора второй по величине во всем мире. Первый — это собор Святого Петра в Ватикане. Ага. То есть вот так Нельзя вот, быть выше Ватикана. с амбициями. Но среди готических храмов считается самый большой неф. Ага. Ну, и как мы уже поняли минуту назад, что это не совсем готика. Фасад барокко, Да, что совсем. а с той стороны типа готика. Внутри готическое оформление. Только сними поближе. Вот как думаешь, что это такое? Ну, обтесалось. Люди ходят. А что это такое? Вот это узор Семечки такой какие-то. странный, Это да? овсянка, что ли? Это животное окаменелое. А я думал, овсянка. Это Как они называются? ярко выраженная окаменелость, так и называется. Какое-то слово есть, когда, знаешь, эти в камнях находят. Ну, Я подпишу, мамулиты здесь называют. Ну, да, Типа да. связано с монетой. Здесь раньше, давным-давно, много лет назад, было море. Угу. И вот эти морские обитатели со дна, окаменелые, это специфичная черта жиронского камня. Ага. То есть вот там подальше в горы были каменоломни, монастырю они какому-то, конечно же, принадлежали. Ага. И добыча камня, каменоломни, это было основное городообразующее предприятие Город точно был мрачный. города Жирона. Стопудово. Работяги жили. Ну да, этот камень развозился вообще по всей Испании точно, во Францию тоже и так далее. Так что если где-то увидишь, передавай привет Жироне. А людей ходит много, все трут. И уже даже можно некоторых этих животных отковыривать на память, я думаю. Ну вот люди берут. доковыряются и к собору что-нибудь еще пристроят. Да. Ну, Так. смотри, видишь, как наковыряли здорово. Нифига себе, кстати, да, и прямо из собора выфигачивают. Ну, точно будут что-нибудь пристраивать. Потому что такая стена, ну, смотри, прям просится, чтобы сюда что-нибудь вкорячить. Портрет вождя повесить, да? Да, вопрос какого? Вот они, горы, Ух ты ж. Сан-Филиппо. Со всех сторон так по кругу Жирона окружена вот такими невысокими горами. Ага. Что помогало держать осаду, потому что пока они там одну гору перейдут, пока другую, мы уже тут Ну, Суворова-то не было, да, перестроимся и будем поэтому тяжело. и будем бить. Сейчас пойдем искать ведьму, охоту на ведьму устраиваем. Ага. Нам нужна ведьма и всратый медведь. Вот этот, Это вот готика, да? да, это готика, вход апостолов, по-моему, называется. Очень тоже. Вообще все простые люди
заходят через этот вход. Те ворота основные используются только для каких-то церемониальных вещей. Ага. Допустим, на праздник Святой Пасхи идет процессия, там такие легионеры одеваются, и люди немножко похожи на Ку-клукс-клан в таких колпачках. Я тебе тоже рекомендую найти видео. Разноцветные колпачки, цвет символизирует каждый там из путь страданий Христова. И вот они, ну это очень красиво, они спускаются по лестнице, потом идут по городу со свечами. Ништяк. Очень много мемов существует, как типа американский турист приехал в Жирон и сидит там кофеек и пивко пьет. Идут такие. Короче, если вы не поняли, это вход для простолюдинов. У меня такой вход. Ну, в смысле, для простых людей. В соборе часто проходят концерты и не всегда религиозного содержания. Я была на одном концерте, там пел контртенор. Контртенор — это, ну вот, если ты слышал о кастратах, Да. вот они тоже были контртеноры. Да. Или мне это еще напоминает из «Пятого элемента». Да. Плава лагуна, когда вот, орала там там. парень пел, и с аккомпанементом ему был квартет струнный, и все участники были с русскими или украинскими или белорусскими фамилиями. И он даже в конце спел песню на музыку Чайковского на русском языке. Потому С что акцентом? вот, ну, естественно, но Ага. тем не менее. И это была абсолютно светская песня, не религиозная. То есть не всегда тут с таким придыханием относятся. Мы же в храме! Бог покарает. Да, ну вот эта вот задняя часть, это Это типичная, что-то из героев третьих. типичная Прямо. готика. Класс, вот Готики. это круто. А там вот наверху фигура. А где? Вот это. Да, это тоже очень интересная история. Так. Ну, как мы видим, крылья — это, скорее всего, ангел. Ну, возможно. Так и есть, это фигура ангела. Но именно этот ангел оказался там не так давно, в 2000-х уже годах. До этого там была фигура с крыльями, но это был не ангел, это было олицетворение веры. И вот пришли французы в очередной раз. И тут мнения расходятся. Так. По одной из версий французы бомбанули прям по этому ангелу, по другой версии бомбанула молния. Ну, это, наверное, версия французов. Да. Мы ни при чем, ребят, это молния. Но так или иначе снесло половину верхнего тела этой фигуре. И это был, ну, когда 1800 какой-то год, времена Наполеона. Наполеоновская армия. Так эта же фигура в таком виде простояла аж до 60-х годов прошлого века. Нормально. Пока, наконец, не заменили, не восстановили. Я так думаю, ну как это самая высокая точка города. Представляете? Самая высокая точка города. Символ веры. Ну да. Но мы же идем искать ведьму, правильно? Осторожно, ступеньки. А еще это флюгер. То есть этот ангел от ветра, он меняет направление. Понятно. Мне кажется, ветер должен быть очень сильный. Так, ну что, Толян, где ведьма? Она тут должна быть? Ты должен ее найти. Так. Вот из стены не она? Да, она. Почему она идет по стене? Она, ведь, как ты видишь, никуда не идет, вполне себе застыла. Но это горгулья. Ага. То есть функция – это водослив с крыши. Вполне объяснимый. Значит, богохульная была эта женщина. Ну, ведьма же. Да, и она кидалась камнями. Когда были процессии с образом Христа, кидалась камнями в Христа, ругалась нехорошими словами. Так она просто сумасшедшая на была церковь, вообще. на Христа. Ну, По нынешним меркам, да. во времена Инквизиции так нельзя вообще поступать. Ну, нельзя, потому что что? Потому что тебя Боженька покарает и превратит в каменную горгулью. И будешь ты
Вот бойся голубь. И будешь ты все время смотреть вниз и вместо ругательств извергать из своего рта нечистоты. Ну, и, красиво никогда, заворачивают. и никогда на небо ты уже посмотреть не сможешь. Ага. Ну, так. Так, ну, А вот там что за... ну, там, в общем-то, один из Оружие. выходов... это скульптура. Скульптор воодушевился, естественно, историей этой ведьмы, но на самом деле исторического нет тут наследия никакого. Это просто вот достаточно современная работа на тему этой ведьмы. Так, что тут у нас? Вы кто такие? Мы вас не звали. Зеленое насаждение. Ты меня как будто на казнь ведешь. Замуровали демоны. Вообще. Да, я иногда, когда в этой части брожу, я чувствую себя как один из героев фильма «Чародей», который по указателям ходил и все время заблуждывался. О? Что? Кто так строит? Продолжение истории о Сан-Нарциссе. Ага. Там как бы заявлено, что останки святого Нарцисса, они лежат в соборе Сан-Филио. Там прям есть алтарь, да, по-моему, это называется. Угу. Но никто не рассказывает туристам, что нету там никакого святого Нарцисса, потому что он исчез. Но как бы символ святого Нарцисса типа захоронен там. Тут вот какой-то топ-гир устраивают, значит, на универсале по узким улочкам. Там Хаммонд, что ли, сидит? Что это такое? Ну, местный С трудом прямо проезжает. не иначе местный. Так. Я смотрю, тут прямо движение херачит. Что-то трафик, да. Трафик, Сзади, спереди, сбоку. трафик везде. прям, да, не средневековый. Ну, нормально, Бэха проехал. Да твою мать, еще один. Вы чё? И тоже BMW, да? Да, да. BMW вход разрешен. А вот посмотри, как они тут булыжнички художественно разложили красиво. Круги. Да. Так, ну что, с 5-го раза мы сможем пройти, блин? Да. Ворота как-то эти называются, я не помню. Ну, красиво. Окей. Ну, красиво. Красиво, кто же спорит. Ух. Что такое? Не выйти мне никакой какой-нибудь. Это же член. А где? Это пиписька. А где яички? Так, они спрятаны? А, спрятаны? Холодно просто. Всё. Вот это вход Угу. в Сан-Филио. Мы туда не пойдем. Пацаны, а что такие грустные-то? Ну, если бы я была дантистом, я бы сказала, что прикус у них неправильный. А у этих, знаешь, как в этом анекдоте сидят две обезьянки. А Так. это вот такой прикус, а другой вот такой. А одна говорит: слушай, а когда дождик идет, тебе вода в рот не попадает? Она говорит: нет, ну когда машинка проезжает, да. Ну, два таких. Да, у этого еще и плюс. Что-то мы все бродим.
Мне это напоминает не Чародеев, а как Миронов бегал по улочкам в Стамбуле. Да, тоже, да. Не, ну сейчас уже все, сейчас уже нормально все будет. Да. Здесь должна быть еще какая-нибудь путана стоять, которая будет нас зазывать. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все быстренько. А что ей надо? Вот, кстати, напряженка тут с путанами-то в Жироне. Серьезно? Не видела. Что не знаю. Мне кажется, даже в Фигеросе видела. Прячутся где-то. А в Жироне я не знаю, где они стоят. А здесь как-то к этому нормально относятся? Ну, ты можешь легализоваться, да. В Барселоне легальные проститутки. Вот недавно в Барселоне умерла там самая известная проститутка района Нифига себе. Раваль. Нифига себе, какие вещи я узнаю. Ух ты, Сальвадор. Это близость Фигейроса, да, видимо? Ну да, ну вот посмотрите, да. Сальвадор в образе святого нарцисса. Да. Сурово. Кстати, ну и все так сделано, кстати, да, в его стилистике. Вернее, не в его стилистике, а это прямо вот они в камне сделали. я не знаю, Это уже стилистика. это кто-то переосмыслил творчество Дали, или это действительно Дали при Ну вот жизни это я создавал? помню. Как картину я это помню. И вот потому это что как здесь картину я тоже помню. отель-музей. Ага. Ну, видимо, отлили просто картину. Здесь тоже с нарциссом связано это помещение, типа жил он тут, Ага. поэтому... Вообще, смотри. Мне кажется, Ханс Руди Гигер вот откуда-то отсюда черпал вдохновение для Чужого. Только сейчас я это осознал. Охрененно. Я, обожаю вы Дали, не поехали? я вот так Так а почему вы в Фигерос не поехали? Блин. Времени нет у нас на Фигерос. Съездим еще в Фигерос. Вот, что мы тут видим? Мы видим наших Ногу. друзей мух. Ага. Наш друг Сан-Нарцисс. А это как бы его нога. Одна из легенд тоже. Так. Что вот он, значит, находился в своей келье, и прибежали французы опять. Что они все бегают? Он еще живой был, над ним уже хотели надругаться, он это понял, выпрыгнул из окна, но он выпрыгнул, допустим, вот так вот, а побежал в ту сторону. Типа всех обманул, а след остался только в ту сторону. И так все французы ошиблись и побежали в неправильном направлении, и он спас их. Вот это посвящено. Это уже какой-то Иван Васильевич меняет профессию, когда они бегали от стражников. Ну, раз нога, тут два нога, тут мухи. Вот эту огромную присобачили год назад. Господи, какая страшная. Это ночной кошмар, у нее еще такие глаза выпученные. Я считаю, что это уже лишнее, да. Вот этих Это прям хватало очень страшно. вполне маленьких. Нужно, чтобы ночью еще глаза светились, это точно. Кошмары будут сниться. А это улица мух, в общем-то. Вот это вот, наверное, самая длинная улица в мире. Улица мух. В Питере есть улица лунных кошек, а здесь есть улица мух. Понятно. Мухи у нас. Русское сообщество есть же? Есть. Ну, то есть, я не могу сказать, что я прям так вот состою в русском сообществе. Я состою в группе в Фейсбуке «Русская Жирона». Фейсбук? Что это? Социальная сеть. Ну, я просто там... Мне нужно было там найти массажиста. Спрашиваешь, ребят, что там, что кого? Подсказывают. Там... А чатов в телеге нету, да, таких? У нас просто все специалисты. Куплю-продам, женский чат. Ну, может и есть, но я о них не... Все равно обрастаешь связями не в чатах, а как бы в реальной жизни. Так как Жирона маленькая, ты там знаешь одного человека, этот человек знает другого, в итоге там все стригутся у одной женщины, там на массаж ходит другой мужчина. И, в принципе, все друг друга знают. Открылся недавно там грузинский ресторанчик, я не знаю, мне уже ленивый не сказал про то, что их знакомые открыли грузинский ресторанчик. Приходите, пожалуйста. А ты редактируешь его видео? Оно, да. Нахер оно мне не видео? Не видео, текст какой-то.
увидимся на улицах Жирона в ночи, я так понимаю, когда мы приедем. Да. Ну и что, пойдем смотреть мусорные баки? Одна из пекарен Жирона. Бунёлс. Бунёлс — это такие маленькие пончики без дырочки. Пончик без дырочки — это пирожок. Нет, с дырочкой. Но они вот реально в 2 раза меньше привычных нам. И щущус — это кондитерское изделие именно вот жиронское. Вот наше. Что это такое? Ну, это тоже такая заварная булочка вытянутая с кремом. Как правило, заварной крем сливочный, но сейчас уже делают с разными вкусами. На витрине их нету. Упущение. Ладно. Вот Ну, в общем, шушус это же буше, по сути, вот как она, с заварным тогда. Но более плотненькая такая, там крем погуще. Ага. И вот в продолжение твоего вопроса, что за один день в Жироне щущу надо съесть. Про щущу, конечно же, тоже есть легенда. Вот видите персонажа, похожего на Арлекина? Это Тарла. Тарла — это такой юноша, который в чумные времена, когда была пандемия чумы, и на одной из улиц жители были закрыты на карантин, улица вся была. Он для того, чтобы развлекать в основном детей, а улица... Сейчас чувачок проедет. А улица узенькая, то есть буквально там окна смотрят друг на друга. Он перекидывал палку из одного окна в другой и крутился, показывал всякие трюки акробатические, чтобы детям было не скучно. Вот. А как связано с щущу? Что как бы была у него возлюбленная. Возлюбленная, конечно же, была замужем. Должен быть конфликт. И вот однажды он пришел к своей возлюбленной, а она как раз делала выпечку какую-то из муки. И тут подходил муж, а Тарла случайно вдохнул эту муку и чихнул, типа чу-чу. Что муж там услышал, был, конечно, грандиозный скандал, но с тех пор щущу и так и называют эту выпечку. В общем, булочка на самом деле называется чих. Да. Щущу, будьте здоровы. Нормально. Вот чувачок что-то привез. Бегает. Тоже булочки или тесто. Что он там привез? Пироженки привез. Нифига себе. У вас пироженки ездят лучше, чем я. Да, покушать тут любят сладенько, особенно всякие булочки, кондитерские, вот это все. Еще каталонцы сами очень любят готовить, они могут часами разговаривать о кухне, о блюдах, как они сами что-то готовили, как они что-то где-то я почти итальянец, да? Меня на экзамене по каталанскому спросил преподаватель: можешь рассказать о каком-нибудь, не знаю, самом необычном блюде русской кухни? Господи, холодец. Что это такое? Я говорю, ну берутся свиные ноги, варятся. А он говорит, так мы тоже так делаем. Ну и что? Да, получается такая же желеобразная масса такая. Ну мы используем, но они используют эту желеобразную массу в итоге в разных других блюдах. Не знаю, чем вас удивить еще. В сербском тоже есть холодец, один в один, называется пихтия. Пихтия. Да, это тот же самый холодец, только пихтия. Ну вот фасад Где мы были, Сан-Филиу. Нет, они им похожи, но это Сан-Филиу. Как раз где, типа... Где Сан-Нарцисс лежит, да. Тут лестница поменьше, такая как бы немножко мини-версия кафедрального. Но башня сильно отличается. Башня, да. Как будто бы ее не достроили или срубили. Там же должен быть шпиль. Ну, Мы же приезжаем в Европу на шпили смотреть, правильно? Ну, скорее всего, был когда-нибудь какой-нибудь шпиль деревянный, который в очередную грозу все, наверное, там сгорело, потом построили каменное. И сейчас вон там крестик стоит небольшой, и хватит. Что ж.
Ну вот расскажите, Толя, лев это или львица? И как ты это понял? Ну, похоже вообще на... У Линча человек слон, вот у него лицо похоже было. Тут как раз экскурсовод рассказывает, что этот лев, на самом деле, потому что у него есть грива волосатая, у львиц таких гриф нет. А он связан с легендой Жерона о том, что если поцеловать этого льва вот эту вот попочку, то ты в Жерона вернешься обязательно. И многие хотят вернуться в Жерону, потому что целовали его усиленно. А попали в больницу с дикерей. Здесь раньше стояла специальная такая лесенка, ну потому что не тянуться. По лесенке поднимались и целовали. А во времена пандемии, в ковид, лесенку убрали и повесили вон то объявление. Где написано: не разрешается целовать львицы. Вот они считают, что это львица. Ну, вот здесь гривы нет. А так как здесь гривы нет, значит, то целовать можно, потому что там гривы Всё. есть. Мы раскусили, целуем попу. Но на самом деле это не оригинал, это копия столба, который как-то стоял раньше типа, на въезд в город рядом с какой-то гостиницей. А оригинал хранится в Музее истории искусств. Здесь же. Понятно. А в Музее истории Жерона есть еще одна копия. То есть 3 таких столба тут есть. Целуй не хочу. Для ленивых. Как мы видим по выдающейся намыленной попочке, можно целовать и здесь. Все равно работает. Мне кажется, ему не очень нравится, что его целуют. Ну что поделать. Я целовала вот этого. Но мы попочку протирали салфеточкой. Кстати, в 15-м году поцеловали, и кто же знал, в 23-м вернулись. Ну да, лицо у него не очень довольное. Ну, как мы с тобой уже обсуждали, наверное, человек, который лепил эту скульптуру, львов-то и не видел. Ну да, как всратые коты на картинах. Но в его представлении лев не должен быть очень довольным, видимо, животным. Опять же, а что он забрался-то на это? Его напугали. Вот он и забрался на этот столб. Вы не скажете, сколько стоит сено? Страх. Это самое всратое животное, которое я видел в своей жизни. А кто напугал? Французы опять? Не исключено. Мухи, может. Может, мухи, да. В общем, у Жерона 2 проблемы. Мухи и французы. В попу поцеловала, муха его в попу укусила, поэтому мы должны поцеловать, чтобы не болело Бобо не было. Ну все, сейчас, в принципе, можем через реку перейти, еще поснимаешь виды. Да, давай. И, может быть, увидим рыбов или нутри. Тут у нас в реке нутри водятся. Ого. По свидетельствам очевидцев, которые раньше приезжали, типа, Жерона было, эти дома были похожи на кривые, гнилые зубы, такие серые, черные. Вот. И, конечно же, здесь в реке тут же стирали белье женщины, ну, в общем... тут же выбрасывали из окон, я думаю, что отходы. Так что думаю, что не самое было привлекательное место. В общем, трудно быть богом Германа. Да. Вон там за мостиком она сливается с рекой Тер, которая идет с той стороны, с гор. Ага. И дальше уже вдоль реки Тер много всякой живности, там и кабанчики в кустах водятся. Кабанчики, цапельки. Цапельки, ништяк. Ну, есть куда сходить вообще. Вот в этих местах, получается, к реке ты выйти не можешь. Нету никаких спусков, ты вот только ходишь, смотришь. Ты можешь тут жить, получается? Ну, если ты живешь, на балкон выходить. На балкон выходить. На реку. Явно такой городочек был рабочий такой. На набережную денег нет. И желания и умения тоже. Ну, это был город на торговом пути между Францией и, получается, Барселоной. Поэтому здесь проходило много вот этих купцов всяких
Как они назывались, купцы в Средневековье в Европе, я не знаю. В общем, Купцы. купцы так и называют. Наверное, да. Поэтому здесь за счет торговли тоже город процветал. Угу. Ну и опять же стратегически тоже важный объект. Так как среди гор тоже здесь оборону долго держали. То есть осада Жирона это всегда прям было неприятно для всех. Для всех. Ну, война для всех неприятна, да. Вот нормально. Что же за люди-то такие? Велосипед выбросили. Это велосипед городской прокатный. Может, На он самом просто деле. устал и прилег. От Он из чего? магазина шел с От пакетом. чего он устал-то? А, ты связываешь? Я бы не стала. На самом деле прикольная тема, что ты платишь 30 евро в год, Ага. и ты можешь в течение этого года полчаса бесплатно арендовать велик. Ага. А так как город В течение небольшой... года в целом полчаса? Нет, ну каждый день или там каждую поездку. Один велосипед на полчаса бесплатно. Дальше там уже и по тарифу капает. А, Так как город небольшой, если тебе там надо доехать из точки А в точку Б, этого хватает. ну в целом, да, в магаз ездил. Покупать даже не надо велосипед. Внутри нету, есть только уставший велосипед. Ну да, внутри где-то спят. И видели? Не. Здесь внутри нет. Что там за мост, Лена? Расскажи, пожалуйста, что это такое? Это мост, дословное название старых рыбаков. Его сконструировал небезызвестный, в общем-то, архитектор Так. по фамилии Эйфель. Ха-ха! Вот. Можно представить, что это одна из частей Эйфелевой башни. По конструкции, возможно, напомню. Эйфель очень любил металл, да? Да, Эйфель очень. Как это? Не архитектор же, а инженер-конструктор? Инженер, наверное, да? Мостостроение. Ну, не, башня не мост. Спасибо, Лена. Есть какое-то у тебя прощальное напутствие для зрителей Прощальное напутствие. канала Рукавешка? Дорогие телезрители, Дорогие. ютуб-зрители, Так. приезжайте в Жирону, погуляйте немножко и уезжайте. Вот это прощание, А я вообще, понимаю. да, если это хотите, приезжайте, проведу, погуляем, расскажу. В общем, Жирона. Есть такая песня «Жирона Менамора». Жирона меня влюбляет. Ага. Вот, мне кажется, это про этот город, который в себя влюбляет.